Река Жаик, Урал. Величие западного Казахстана. Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие по реке Жаик, также известной как Урал. Эта река является одной из самых значимых на Евразийском континенте. Жаик олицетворяет природу и экономику западного Казахстана, и его роль для региона невозможно переоценить. Жаик берет начало в горах Южного Урала в России. Затем он течет через степи и полупустыни Казахстана и впадает в Каспийское море. Давайте узнаем о его физических и гидрологических особенностях, а также о значении этой реки для экологии и экономики региона. Истоки и маршрут реки. Жаик начинается в Южном Урале на высоте около 640 метров над уровнем моря. Эта река протекает более 2400 километров через Россию и Казахстан. В начале своего пути она пересекает холмистые равнины и лесостепи, а затем погружается в степные районы. В Казахстане Жаик проходит через важные города, такие как Уральск и Атырау. Он завершает свое путешествие, впадая в Каспийское море, создавая дельту с множеством каналов и заливов. Физико-географическое описание. Жаик протекает через разнообразные природные зоны. В верховьях, в России, река омывает лесостепи и холмистые равнины. В Казахстане она входит в степные и полупустынные районы, которые характеризуются засушливым климатом. При впадении в Каспийское море река образует дельту, где вода становится солоноватой, что влияет на флору и фауну региона. Дельта Жаик является важным местом для рыболовства и поддержания биологического разнообразия. Здесь обитают редкие виды птиц, такие как пеликаны и цапли, а также много рыбы, особенно осетровых. Эти виды играют ключевую роль в рыболовной промышленности региона. Гидрологические характеристики. Гидрологический режим реки Жаик типичен для степных рек. Половодье начинается весной, когда тают снега в верховьях реки на Урале. Наибольший сток наблюдается в апреле и мае, когда река разливается. Среднегодовой расход воды в нижнем течении составляет около 400 кубометров в секунду, но во время половодья этот показатель может удваиваться. Летние месяцы характеризуются снижением уровня воды из-за испарения. Для управления водным стоком и предотвращения наводнений на Жаик были построены водохранилища и гидроузлы. Они также обеспечивают водой сельское хозяйство и населенные пункты вдоль реки. Экологическое значение и вызовы. Жаик – это важный источник жизни для всего региона. Дельта реки поддерживает разнообразие флоры и фауны. Рыболовство, особенно добыча осетровых, является основным источником дохода для местных жителей. Однако развитие промышленности создало серьезные экологические проблемы. Загрязнение сточными водами и чрезмерное использование водных ресурсов привели к сокращению рыбных запасов и ухудшению качества воды. В последние годы разработаны экологические программы по очистке вод Жаика и восстановлению его экосистемы. Ведутся работы по снижению уровня загрязнения и улучшению условий для нереста осетровых рыб. Экономическое значение. Жаик – это важная транспортная артерия, связывающая северные и южные регионы Казахстана с Россией. Судоходство по реке активно в весенне-летний период, когда уровень воды достаточно высок для грузовых судов и барж. Кроме того, река играет важную роль в орошении сельскохозяйственных угодий, особенно в засушливых районах западного Казахстана. Без Жаика невозможно было бы поддерживать сельское хозяйство и обеспечивать водой крупные города, такие как Уральск и Атырау. Жаик – это река, связывающая не только страны, но и эпохи. Она остается важной частью жизни западного Казахстана и нуждается в нашей заботе. Экологические проблемы требуют усилий по сохранению этой уникальной водной артерии. Как вы считаете, что можно сделать для сохранения реки Жаик и ее экосистемы?
Поделитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал.